Здесь огнеопасная обстановка, чувствуется, даже кожа сохнет на руках. Здесь нет интернета, здесь нет жизни, здесь нет деревень, здесь только природа и все. Пес в багажнике, он сидит у них. Итак, вчера мы видели медведей, сегодня видели еще лосей, а сегодня нам шоу устроил бурундук. Мне кажется, после этого уже ничего не будет более интересного и веселого в этой поездке, поэтому на этом можно уже и заканчивать. Место, где опасное соседствует с прекрасным, а инновации не мешают развиваться туризму по дикой природе. Все это про 42-й штат США, который называется Вашингтон, в честь первого президента Америки. В предыдущем видео я уже рассказывал вам про самый крупный и интересный город штата – Сиэтл. В нем сконцентрировано 10% всего населения штата Вашингтон. Ссылку на это видео вы можете найти вот здесь вот вверху. Теперь настало время показать неизведанную сторону дикой природы, каскадные горы, озеро Дьявола и настоящую американскую провинцию, которая скрыта от посторонних глаз. Это мое спонтанное видео, можно сказать, мой влог из поездки с друзьями. Если вам интересен такой формат, то с вас лайк и комментарий про красоты дикого края. Если же хотите узнать больше про фотографию, как я организовываю свой бизнес в Америке, то подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы ничего не пропустить. А в первом комментарии вы найдете ссылку на мой телеграм-канал. Там я больше рассказываю про жизнь и про фотографию. В общем, лайк, подписка, комментарий и смотрим видео. Погнали! В 2022 году Вашингтон получил звание лучшего штата для жизни в США. И тому есть несколько причин. Первое – это рабочие места. Здесь находятся штаб-квартиры и производственные линии таких компаний, как Amazon, Boeing, Blue Origin и Microsoft. Можно сказать, что этот штат наряду с Калифорнией является передовым в IT-индустрии всей Америки. На эту отрасль приходится 22% ВВП всего штата. Вторая причина – это широкие возможности для отдыха. На территории штата расположены 3 общедоступных национальных парка. Национальный парк Маунт Рейнир, Национальный парк Олимпик и Национальный парк Северные Каскады. Кроме того, с севера на юг штат пересекают каскадные горы, которые ежегодно привлекают путешественников и любителей горнолыжного спорта. Природа в штате доступна каждому, все парки оборудованы дорогами и тропами, комфортными домами отдыха и кемпингами, а их чистота просто поражает воображение. Кстати говоря, к 2045 году штат планирует полностью отказаться от электроэнергии из источников с выделением углерода. А теперь настало время посмотреть на всю эту красоту. 1,5 часа езды, и я вырвался из этой городской суеты, из туристического безумия сюда вот за город. Здесь офигенный лес, офигенно пахнет. В Нью-Йорке я такого не видел. Мы взяли в рент вот эту вот машину Toyota 4Runner TRD Offroad Pro. Не знаю, где мы будем ее использовать, но едет она очень прикольно, стоит очень уверенно на дороге и 70-80 миль в час вот прям топит отлично. Машина эта на самом деле очень утилитарная. Все очень простое, как обычная Toyota. Все вот эти кнопочки точно такие же, как в Короле, стоят везде. Наворотов никаких нету. Вообще люка нет. Такая хорошая машина, но очень простая. За это, наверное, ее и ценят, и любят. Двигаемся дальше. Такой вот у нас дом, 2 этажа с офигеннейшим видом. Здесь горы кругом, здесь речки, здесь елки очень прикольные. Я таких не видел там ни в Беларуси, ни еще здесь в Америке. Здесь в Сиэтле они такие прикольные. Переночуем, отдохнем после перелета. Это очень сложно, потому что я встал в 5:20 и выезжал в 6:17 из дому. Впритык успел, я впервые зашел последним в самолет, но долетели, все хорошо. Я в этот раз вообще путешествую налегке. У меня с собой рюкзак и сумка для камеры. Ну и немножко одежды на себе. Взял с собой объектив 50 мм, взял 70-200 и взял лейку. Думаю, поснимаю немножко, посмотрим, как это будет у меня получаться на 28 мм. Что из этого получится, покажу. Если что-то получится, конечно же, покажу. А если не получится, то увы. Вот Женя показывает, докуда доходит вода во время дождей. Там сверху висит трава, которая цеплялась, видимо, во время бурного потока.
Новый день, новые приключения. Мы уже в дороге, уже вот в горах находимся. В основном мы просто путешествуем и смотрим по сторонам. Как это все выглядит, как живут люди и как живут люди в Америке за пределами больших городов. В этом есть определенный прикол посмотреть, потому что это можно видеть в фильмах, где действие происходит в глубинке. Например, недавно я смотрел «Озарк», и вот сейчас мы ездим здесь, смотрим, и оно все выглядит именно так, как в этом сериале. Беднота, отсутствие какой-то нормальной жизни, отсутствие заработков, но и при этом все в окружении красивой природы дикой. Еще одно популярное туристическое место на территории штата – озеро Диабло, или в переводе на русский язык – озеро Дьявола. На самом деле это вовсе не озеро, а искусственно созданное в 1930 году водохранилище. Дамба Диабло является частью каскада гидроэлектростанций, питающих электроэнергией Сиэтл, и его мощный производственный комплекс. Вода в озере сразу притягивает внимание своим изумительным бирюзовым цветом, который появляется из-за наличия известняковой ледяной муки, возникающей в результате трения между скалами и ледниками каскадных гор. Это невероятно красивое место, от одного взгляда на которое просто захватывает дух. Едь дальше, дальше едь. То, что вы видите на своих экранах, это последствия лесных пожаров 2023 года. За тот год было зарегистрировано более 1880 пожаров, что является вторым по величине показателем в истории штата. Однако общая площадь, охваченная огнем, составила около 66 773 гектаров, что значительно ниже среднего показателя за последние 10 лет. Лесные пожары настолько больно ударили по экологии штата, что качество воздуха в Сиэтле достигло индекса нездоровый. Однако, как мы видим, пожарные службы весьма эффективно борются с распространением огня на большой площади, что снижает риски как для населения, так и для животных. Это новое приключение, новый челлендж. Поднимаемся в гору, машину запарковали вот там вот внизу, и здесь идем наверх, там смотровая есть башенка. Вот она, вот она, вот тут. И это одна из самых высоких точек здесь. Очень прикольные впечатление создает то, что здесь, видимо, очень много лесных пожаров, и эти холмы сгорают, видимо, очень быстро. Я, например, вижу, вот там дымка. Это дымка не из-за дымки в горах, а это дым. Я вот вижу даже там лесные пожары, то есть дым стелится. Здесь огнеопасная обстановка, чувствуется, даже кожа сохнет на руках. Здесь сухо, дождей, видимо, нету, хотя есть туманы утренние такие. Я впервые вижу сгоревший лес вот так вот, да, прям в таких объемах стоит, естественным образом разрушается. Необычно такая долина смерти. Пойдем дальше поднимемся, еще наснимаю обзоров по кругу. Я уже встретил животных, горных козлов, посмотрел на сгоревший лес, видел горы, видел местных людей, местных жителей. Это такая настоящая Америка, где нету всех этих financial bro, айтишников. Ну, то есть они здесь есть, но они приезжают сюда погулять. Хайкеры. Вот здесь вот куча тропинок вокруг, где люди ходят. Прям по 30 миль хайки есть. Здесь нет интернета абсолютно. Вот сколько мы уже ездим между городов, здесь нет жизни, здесь нет деревень. Здесь только природа
и все, лес. Поэтому тишина, спокойствие, безмятежность. Я не travel-блогер, я не хочу рассказывать про какие-то точки уникальные, которые я там посетил, либо показывать что-то. Просто вот такой вайб, без подготовки, без ничего, просто виды, как я это вижу, какие фотографии у меня здесь получаются. Аккумуляторы, кстати, все сели у меня уже. Ну и фотографировать здесь остается только природу. Лично мое еще такое наблюдение, что это место очень похоже на Швейцарию, потому что елки, трава очень похожа, и мне это вот нравится, мне этого как будто бы не хватало. Как появилась вот эта деревня, вот эта вот местность вот эта здесь сюда, приехали в каком-то там мохнатом году добытчики золота. Они добывали золото здесь за $2,5 в день им платили. Жили в ужасных условиях. 2,5 года они работали, а потом этот город умер, наверное, потому что золота здесь толком и не было. И если бы оно здесь было, наверное, бы его до сих пор бы и добывали, и были бы какие-то истории про это. Теперь здесь нет ничего, кроме бурундуков и каких-то птичек. Мы тут встретили одного бэкпекера, который хайкает здесь. Это очень прикольно, потому что чувак 8 дней уже здесь ходит, и еще у него в пути 3 дня. У него сели все батарейки, он спрашивал маршрут, куда идти, туда или туда. Мы фиг его знает, поэтому предложили зарядить ему телефон. Вот. И сейчас заряжаем телефон. Я спрашивал, сколько часов в день он может ходить. И он говорит, что 12 часов в день он спокойно проходит. И вот Женя пошел взвешивать его рюкзак. Короче, это совершенно новый мир бэкпекеров для меня, потому что он говорит, я воды набрал вот здесь в ручейке. Ну, типа, у меня есть фильтра, там я все ее почищу, мне не нужна вода. Вот из ручья, он говорит, кристально чистая вода и очень вкусная. Блин, я никогда с таким не сталкивался в своей жизни. Типа, я пил из родников в Орше, да, там, когда гуляли возле речки. Это нормально было, но они были обустроены, да. А вот здесь вот просто вода из ручья. Прикольно. Мы здесь. Так. Тут написано. Да. Нам надо сюда. Мы съездили на гору, наверх, посмотреть на виды. Тут люди хайкают. Это такой центр, где хайкеры тусуются, откуда они начинают свои поездки. И здесь заправочная станция, где можно заправиться бензином. Цена на бензин здесь на $1 дороже, чем это можно было бы заправиться в Сиэтле, например. В этом магазине такой вайб всего натурального, настоящего. И здесь можно купить мыло, там какие-то продукты. Также здесь есть кафешка, где можно купить сэндвичи, кофе и все остальное. Отсюда начинаются все маршруты туда вот в гору. Здесь рядом есть огромное количество кемпов каких-то обучающих, я не знаю, для детей, не для детей, но, скорее всего, больше для людей, которые занимаются чем-то определенным. Есть какие-то ретриты, люди приезжают сюда заниматься йогой, вот они катаются здесь на лошадях, есть какие-то мероприятия здесь проходят. Пес в багажнике, он сидит у них. Ждет хозяев, не вылазит. Он привязан или нет? Теперь наша дорога лежит в какую-то немецкую деревню. Как Женя и говорил, ехать нам 130 миль, а это где-то около 2 часов. По серпантинам, возможно, по каким-то узким дорожкам. Сказали, приключения всего на 20 минут. Погнали! Здесь сейчас температура 88 градусов, и любая спичка приводит вот к таким последствиям. Это просто rest area, где кто-то, видимо, неосторожно покурил, и сгорело такое вот количество деревьев, травы. И, видимо, это было не так давно, скорее всего, в этом году. Интересно еще наблюдать, что вот чем ближе к воде, тем зеленее картинка. Вот тут вот рядышком водичка, и все такое насыщенных цветов, деревья с листьями, кусты зеленые. А чем дальше, тем такое менее насыщенное становится все и безжизненное.
Пока мы едем по дороге, здесь огромное количество просто яблоневых садов, ну и вообще разные фруктовые деревья. И здесь целая вот компания, видимо, которая скупает их и перепродает. Офигенно просто. И вот здесь можно купить яблоки. Они стоят вот в таких огромных палетах, которые потом едут в магазины, наверное. И вот они, свежие яблоки, красивые. И вот даже груши есть. Они какие-то такие белые, не знаю, в чем они. В химии, может, в какой-то. Очень много яблок, и за такую коробку Honey Crisp $10 стоит за коробку. У нас паунд стоит $2, а здесь коробка 10. Ну, написано, что они открыты, но они уже нифига не открыты. Ладно, поедем дальше, нам коробка яблок не нужна. Честно говоря, я уже немного устал, потому что разница с Нью-Йорком 3 часа. И здесь вот сейчас там 7, уже 8 почти. По Нью-Йорку это 10, естественно, 11. И меня тянет в сон уже. Сложно вот так вот отдыхать в таком ритме, но очень интересно и насыщенно. Очень насыщенный день получился. Я снимал его не с самого начала, не было настроения. Хотелось просто немножко переключиться, отключиться. И, наверное, это у меня получилось. И что-то к обеду я уже заскучал. Подумал, блин, а хочется записать видео, хочется показать, хочется побольше рассказать. Погода на самом деле офигенная, 86 градусов. Это, наверное, где-то 30. На улице прям кайф. Ветерок дует немножко. Название этого немецкого городка Ливенворт. Попали мы в него, потому что следовали популярным туристическим маршрутам каскадной петли. Как только мы оказались в городе, было ощущение, что мы где-то проскочили через телепорт и переместились куда-то в Южную Германию. Но не спешите очаровываться, все это лишь очень интересный способ привлечения туристов. Городок появился в 90-х годах 19 века и изначально был городом лесозаготовителей. Спустя 70 лет леса вокруг стало меньше, и чтобы спасти город от вымирания, местные жители создали настоящий немецкий городок посреди каскадных гор. Еще один интересный момент, который необходимо знать при путешествии по Америке, вот таким вот маленьким городкам, что если вы хотите поесть в таком городе туристическом, то здесь большинство ресторанов и заведений закрывается в 8 часов. И одно какое-нибудь работает до 9. И это, если городок большой, то можно будет найти что-нибудь до 10. Но после 8 часов реально жизни нету. Даже если это воскресенье, город пуст, рестораны пусты. В 7 часов невозможно зайти в ресторан и сесть, потому что большинство мест забронировано заранее, и столики все заняты. Приходится ждать в очереди там по 30-40 минут, чтобы поесть вот до 8. Это, конечно, очень прикольно, когда выходишь из дома, и у тебя вот так вот гора стоит. Реально как в Австрии. Выбор на баварский стиль был сделан не случайно. Немецкий регион соседствует с Альпами, о красоте которых мы знаем не понаслышке. Окружение Ливенворта – это каскадные горы, леса и луга которых по красоте ничем не уступают альпийским. 9 утра. Мы уже продолжаем свое движение в сторону каких-то интересностей. Заехали в магазин, который продает фрукты. Тут вот написано персики, а лежат снизу арбузы и кабачки. Там написано вайн, а лежат тыквы. Продается все коробками. И за 22 ЛБ груш нужно заплатить всего-то $29. Офигеть. В общем, такой фермерский рынок небольшой, где можно купить огромное количество различных закаток, соусов, какие-то напитки, похожие на вино. Плодово-ягодное вино Small Woods стоит $22.95. Плодово-ягодное у нас такое стоило по 3 рубля, наверное, бутылка. Здесь $22. Деликатес, да. Вино из смородины. $18. Смотрите, этикеточка какая прикольная. Где такое можно встретить? В Беларуси и в Америке. Но это все покупать не буду, потому что в самолет я с собой это не пронесу. А еще здесь есть Petting Farm. Можно гладить животных, которые у них есть здесь на ферме. Пойдем посмотрим, кого сегодня можно погладить. А погладить сегодня можно коз. Иди сюда. Ага, смотрите какая. А если у тебя нет еды, то что подходишь? Козы, барашки.
Так как я жил в Орше в частном секторе, и у меня друзей были козы, поэтому я иногда ходил их пас. Ну что ты хочешь? Что ты хочешь? Ну вот на кукурузу тебе. Вот на, вот кукуруза, смотри. Кукуруза. Аккуратненько губками берут, так прикольно. Вот это развлечение мне, на. Ай, дружочек. Иди нос поглажу твой. Ты здоровый такой конь? Ты не козел, ты конь. У тебя голова не пролезет сюда, не пытайся даже. Смотрим, кто тут еще есть. Индюки. Смотри, какой. Это видео будет для мамы. Мама, смотри индюки. Мама, смотри страусы. Тань, что за суету ты навела? Ты ждешь еду? Еду ждешь? Ты ждешь еду. Морда. Смотри, эти бегут уже. Ну, короче, чисто такие американские развлечения. Приехать на ферму, посмотреть на гусей, коз, коров. Там альпаки ходят. Ослик он даже есть. Страусы, фазаны. А, гуси еще гуляют. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. Ну вот здесь в лесу, в горах, полное отсутствие цивилизации. Мы едем, это такие грунтовые дороги через горы. Это называется сервисные дороги, которыми пользуются лесники и вот эти вот люди, которые тушат пожары. Есть специальные оффроуд участки, где можно лезть в гору либо по камням, либо по каким-то отвалам там забираться. И в этом месте можно посидеть, почилить немножко, посмотреть на бескрайние просторы лесные, спокойствие и тишина. Ну или можно поорать и услышать свое эхо. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now all is in your hands. Приехали на очередную гору. Здесь все обустроено уже. Асфальтик, пикник-эрия, пару билдингов. Очень много пенсионеров, которые уже закончили свои трейлы, которые уже походили и уже собираются домой. А мы только приехали пройтись немножко. 45 минут самый короткий маршрут здесь. Его и попробуем одолеть. Виды тут, конечно, шикарные. Много всякой живности здесь. Еще видели 2 лося и куча мелких бурундуков здесь бегает, прыгает. Если нужен будет маршрут, где это все посмотреть, то напишите в комментариях, я потом отвечу. Я совсем не подготовленный к этой поездке, поэтому мне нечего рассказывать. Я могу говорить только: смотрите, какая красота, смотрите, какое чудо природы, как елки растут на камнях. Это же чудо. Тут же голые камни, как они тут растут. Кстати, мы здесь, наша группа самая яркая, потому что мы разноцветные, а все бэкпекеры, все хайкеры, они таких земляных цветов, спокойных таких. Так что, мне кажется, мы тут бросаемся в глаза, как непрофессиональные хайкеры. И вот огорожено здесь все заборчиком таким. Это сделано для того, чтобы вот эта вот естественность природы оставалась здесь такой, ее не уничтожали. Они пытаются восстановить здесь луг, и ходить по нему нельзя. А после чего они его восстанавливают, непонятно. Я ни в чем не уверен. Это самый непрофессиональный блог. Я смотрю на это на все любительским взглядом и рассказываю вам точно так, как большинство из вас смотрело бы на это все.
Бурундуков можно найти неподалеку от самой известной горы штата. Вернее, это не совсем гора, а один из самых опасных спящих вулканов мира. Называется он Рейнир, и вокруг него находится одноименный национальный парк. Вообще, штат Вашингтон находится в зоне повышенной сейсмической и вулканической активности, которая называется Тихоокеанское огненное кольцо. Рейнир последний раз извергался около 500-600 лет назад, но кроме него на территории штата есть и другие вулканы, всего около 5. В 1980 году произошло извержение вулкана Сент-Хеленс. Оно стало крупнейшим за всю историю США и унесло жизни 57 человек. Пепел от извержения долетел даже до Сиэтла, а все, что находилось вокруг горы, выгорело до состояния лунного ландшафта. При этом погибло большое количество животных. Поистине смертельная красота. У нас здесь самые такие простые развлечения — кормить диких животных в дикой природе и устраивать с ними фотосессии. Вообще, бурундук бесстрашный, я не знаю, как собака. Дайте мне съесть, что ли? Итак, вчера мы видели медведей, сегодня видели еще лосей, а сегодня нам шоу устроил бурундук. Мне кажется, после этого уже ничего не будет более интересного и веселого в этой поездке, поэтому на этом можно уже и заканчивать. Такой вот получилась первая часть нашего путешествия по самому прекрасному и опасному штату Америки. В следующей части вас ждет путешествие на пляж смерти, вечно зеленый лес, устричная ферма и индейская резервация. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. До новых встреч!